Здравствуйте, дорогие зрители! Хочу предложить вам приготовить очень вкусный торт. В прослойке у нас шоколадный кофейный шифоновый бисквит, карамельный шоколадный крем и грушевый конфитюр со сливками. Такая начинка идеально подходит для торта на боку. Вначале приготовим шифоновый бисквит. Для этого нам понадобятся вот такие ингредиенты. Соединяем просеянное какао с растворимым кофе и хорошенько смешиваем. Берем кипяченую воду и нагреваем в микроволновке до горячего состояния. Заливаем к сухим ингредиентам и смешиваем так, чтобы не было комочков. К желткам добавляем щепотку соли и большую порцию сахара. Теперь с помощью миксера взбиваем желтки с сахаром в пышную пену. Когда желтковая масса посветлеет и увеличится в объеме, станет вот такой пышной, начинаем добавлять порциями подсолнечное масло. Выливаем немножко и продолжаем взбивать. Взбиваем, пока масло не соединится с желтковой массой, и добавляем следующую порцию. После этого таким же способом вводим сюда же сироп из кофе и какао. Выливаем не все сразу, а частями. Я вливала в 2 этапа. И хорошенько смешиваем миксером до полного соединения. Добавляем в просеянную муку разрыхлитель и соду. Хорошенько смешиваем и высыпаем сухие ингредиенты в шоколадную массу. Смешиваем лопаткой либо венчиком до полного соединения муки с шоколадной массой. На данном этапе венчики от миксера нужно промыть и осушить полотенцем. Это нужно сделать обязательно перед взбиванием белков. Взбиваем белки в пышную пену. И после этого добавляем маленькую порцию сахара. Продолжаем взбивать на максимальных оборотах до острых пиков в пышную пену. Теперь взбитые белки нам нужно ввести в шоколадное тесто. Выкладываем часть и смешиваем лопаткой легкими движениями, пока белки полностью не соединятся с шоколадным тестом. После этого добавляем следующую порцию. Таким образом вводим все взбитые белки. Теперь готовое тесто выливаем в форму, застеленную пергаментом. Ставим в разогретую духовку 180 градусов и выпекаем 50 минут. Готовый корж проверяем шпажкой. Шпажка должна быть сухая. Оставляем корж на несколько часов, чтобы он остудился. Приготовим карамельный шоколадный крем. Для этого нам понадобятся вот такие ингредиенты. Приготовим карамельный сироп. Для этого берем сковородку с толстым дном, высыпаем сюда сахар и включаем средний огонь. Теперь сварим карамель, либо по-другому называют сжечь сахар. В принципе, здесь ничего не нужно делать. Нам просто нужно, чтобы сахар полностью растопился на этой сковородке. Сахар начинает топиться от края сковородки. Обратите внимание, вот сначала он будет светлым, потом постепенно станет желтеть, нагреется до янтарного цвета. По мере нагревания сахара я слегка поднимаю сковородку и делаю вот такие наклоны. Таким образом сахар лучше распределяется по сковородке и быстрее нагревается. Можно взять деревянную шпажку и смешивать сахар шпажкой, чтобы он быстрее растопился. Но лопаткой не рекомендую, потому что большое количество карамели налипнет на лопатку. Вот так постепенно сжигаем сахар, но главное не перепалить. Растопленный сахар должен быть однородным. Вот, он должен быть такой прозрачный. Все, карамель у нас готова. Выключаем быстренько газ и добавляем сюда очень горячее молоко. Хочу дать очень важный совет. Чтобы карамель не превращалась в сахарные комки, подливаем молоко очень маленькими порциями. Тогда молоко быстро нагревается до температуры карамели. После чего нужно очень быстро смешать. Как только молоко соединится с карамелью, добавляем следующую маленькую порцию.
Готовый сироп можем использовать сразу или немножко остудить. После этого добавляем какао. Обязательно просеиваем через сито, чтобы не было комков. Хорошо смешиваем до полного растворения какао. И теперь оставляем эту шоколадную массу, чтобы она остудилась до комнатной температуры. После этого берем сливочное масло и взбиваем до посветления и увеличения в объеме. Для этого крема желательно брать масло жирностью 82%. После того, как взобьется масло, добавляем порциями шоколадную массу. Наливаем немножко и взбиваем. Как только шоколадная масса растворится в сливочном масле, добавляем следующую порцию. После добавления последней порции шоколадной массы продолжаем взбивать еще несколько минут. После этого крем сразу готов к применению. Для прослойки торта этот крем лучше использовать сразу после приготовления. Если поставить в холодильник, то он в холодильнике становится твердым и плотным. Крем у нас готов. Приготовим конфитюр. Заливаем желатин холодной водой и оставляем желатин набухать. В сотейнике соединяем крахмал и сахар. Хорошенько смешаем лопаткой. Сюда же выливаем пюре груши, цедру 1 лимона, сок 1 лимона, корицу по желанию и сливки. Хорошенько смешиваем все ингредиенты и ставим на умеренный огонь. В данном случае лучше использовать жирные сливки, потому что сливки с маленьким процентом жирности могут свернуться от лимонного сока. Нам нужно довести эту массу до кипения. Время от времени нужно помешивать, чтобы ничего не пристало ко дну. Как только масса закипит, провариваем буквально 30 секунд до минутки и снимаем с огня. Добавляем сюда же набухший желатин, хорошенько смешиваем, чтобы желатин полностью растворился. Оставляем конфитюр до комнатной температуры. После этого собираем торт. Шифоновый бисквит имеет сверху такую небольшую шапку. Шапку мы срезаем. Остается у нас ровный корж. Его мы разрезаем на 4 части. Торт собирается просто. Кладем корж, пропитываем корж молоком. Молоко должно быть обязательно кипяченое. Выкладываем половину крема, хорошенько разравниваем по коржу. Опять корж и пропитываем молоком. На данном этапе оборачиваем ацетатной пленкой и ставим кольцо. Теперь заливаем конфитюр, кладем корж, пропитываем. Выкладываем вторую часть крема и сверху корж. В конце также хорошо пропитываем. Убираем торт в холодильник минимум на 4 часа для пропитки. Я уже говорила, что эта начинка для торта идеально подходит для торта на боку. В прошлом выпуске я уже показывала идею оформления в новогоднем стиле. Ссылка есть в описании под видео. Торт невероятно вкусный. Имеет выраженный шоколадный и карамельный вкус с нотками кофе. Грушевый конфитюр придает торту легкости. Торт в меру сладкий и влажный. Надеюсь, что вам понравится рецепт этого торта, и он станет прекрасным вкусным дополнением к вашему праздничному столу. На этой вкусной ноте прощаюсь с вами до следующего выпуска.